Всем салют, космические странники! С вами снова Римас, и сегодня у нас не просто обзор, а настоящий взгляд в самое пекло игрового космоса. Мы уже в 2025-м, и пришло время разобраться, какие космические игры от зубодробительных симуляторов до ММО, где кипит жизнь и стратегии, от которых плавятся мозги, прямо сейчас взрывают наши компы и заставляют забыть о реальности. Ну что ж, командиры, надеваем шлемы, проверяем системы и готовимся к прыжку, потому что сейчас будет жарко, будет настоящий звездопад. Но это не точно. Каждую игру разберем подробно, что там вообще происходит, какие у них жанры, чтобы вы были в теме, какие крутые фишки приготовили нам разработчики, плюсы, минусы, все честно, без обмана. И, конечно, самые свежие новости, слухи и то, чего мы с вами, мои дорогие подписчики и просто ценители космоса, ждем больше всего. Многие из вас знают, что я давний фанат таких игр, как Elite Dangerous, EVE Online, Star Citizen. Ну ладно, Star Citizen можно игру пока еще не называть, ну так или иначе, космические симуляторы — это отдельная ниша моя. Немало часов провел в них на стримах и видео. Так что этот топ не просто так. Я реально перелопатил кучу информации, форумы, Reddit, Discord, YouTube, все, чтобы понять, что сейчас в тренде и чего ждет народ. Перед вами самый сок, основанный на реальных ожиданиях игроков. У нас топ-7, и мы пойдем от крутого к самому бомбическому. Готовы? Тогда поехали. И открывает наш сегодняшний парад на 7-м месте Starship Simulator. Ребята, это не просто игра, это исполнение мечты. Кто из нас не хотел почувствовать себя частью экипажа настоящего ядритего звездолета? Кстати, кто помнит, мы с вами уже как-то щупали раннюю демку этой игры на канале. И уже тогда было понятно, что потенциал у проекта колоссальный. Представьте, вы не просто какой-то там пилот, вы жизненно важный винтик в гигантском живом механизме, где каждая лампочка, каждая труба, каждый туалет, все настоящее требует вашего внимания. Не уследил, и весь корабль остался без кислорода. Капитан Магеллана, скажете? Да как два пальца, полная симуляция, 200 NPC, галактика 1 к 1. Офигеть. Вы спросите, а что тут делать, Римасенок? А вот тут, господа, начинается самый симулятор, от которого мурашки по коже. Ты член экипажа, а может и сам капитан гигантского корабля Магеллан. 7 палуб, больше 200 комнат. Экипаж, внимание, за 200 человек NPC, которые живут своей жизнью, ну или пытаются, а в мультиплеере такие же отчаянные космонавты, как ты. Что-то я прям пафосно заговорил, да? И вот вы опять меня спросите, а что же делать со всем этим великолепием? Да все, что душа пожелает, исследовать Млечный Путь, воссозданный один в один по реальным астрофизическим данным. Чувствуете масштаб? Вступать в первый контакт с инопланетянами и молиться, чтобы они были дружелюбными. Обслуживать сложнейшие системы корабля, от системы жизнеобеспечения до варп-двигателя, который может чихнуть в самый неподходящий момент. И, конечно, высаживаться на неизведанные планеты. Кто знает, что там ждет. Многие игроки называют разные космические игры космическим симулятором. Однако я с ними не соглашусь, потому что конкретный космический симулятор — это этот симулятор. Именно симулятор с большой буквой S. Исследование, песочница, кооператив, иммерсивный симулятор. Погружение реально гарантировано. Вы спросите, а почему 2025? Почему горячо? Да потому что в мае этого года уже вышла обновленная демка, от которой у многих потекли слюнки, а полноценный ранний доступ обещает уже в декабре. Это один из самых амбициозных симуляторов в разработке, и 2025 его звездный час. Разберем плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Нереальный, просто запредельный уровень детализации. Каждая кнопка, каждый провод, все работает. Галактика 1 к 1. Это вам не хухры-мухры, а научный подход. Все по-взрослому. Кооператив с четким разделением ролей. Хочешь — командуй с мостика, хочешь — ковыряйся в двигателях. Каждый найдет себе занятие по душе. И по скиллу. Ну и VR-поддержка. Полное тотальное погружение. Надел шлем, и ты в космосе. Ну а теперь перейдем к минусам. Очень амбициозно для небольшой команды. Возможно, переносы, сами понимаете, космос — дело такое. Демка пока сыровата, геймплей там такой скудноватый, но потенциал просто космос. Но и последнее, сложность может отпугнуть казуалов. Тут придется реально вникать и разбираться, а не просто кнопки жать. Хотя я бы не сказал, что это минус. Ну ладно, оставим его здесь. Теперь поговорим про уникальность проекта. Полностью смоделированный звездолет, можно заблудиться. Реалистичная симуляция всего и вся, от гравитации до утечки воздуха. Процедурно генерируемые инопланетяне, первый контакт, интрига года и 8 уникальных ролей. Ну а теперь поговорим про ожидания сообщества. Что они там больше всего пишут в своих дискордах и реддитах. Что здесь происходит?
Они просят больше интерактива в демке, чтобы можно было все потрогать, все сломать и починить. Полноценный кооператив в раннем доступе, чтобы уже можно было собрать свою команду мечты. И, конечно, как же будет выглядеть этот самый первый контакт. Будут ли они зелеными человеками или что-то похлеще? Но вот, ребят, я вот такой геймплей люблю. Вот представьте, ты главный инженер, на корабле объявляют красную тревогу, сирены воют, лампы мигают, системы отказывают одна за другой. Ты с другими игроками-инженерами, матерясь, над чем свет стоит, как угорелые носитесь по отсекам, пытаетесь залатать пробоины, восстановить питание, пока корабль не превратился в груду металлолома. А в это время научный отдел в панике пытается понять, что за хрень вызвала этот апокалипсис. Капитан орет в интерком, пытаясь удержать разваливающийся на части корабль от столкновения с астероидом. Вот это будет адреналин, вот это будет иммерсия. Поднимаемся выше, 6-е место, и это Space Engineers 2. Да, вы не слышались, это оно, продолжение той самой легендарной, культовой, обожаемой миллионами космической песочницы, где можно было построить все, что взбредет в вашу гениальную или не очень инженерную голову. Готовы снова стать инженерами галактического масштаба и показать свои гениальные инженерные проекты? Строй без границ, новый движок, крутая физика, еще больше свободы для твоего безумия. Вы спросите, а тут что нам делать? Если первая часть каким-то образом прошла мимо вас, хотя это маловероятно, то слушайте и запоминайте. Проектируем, строим, обслуживаем и ломаем космические корабли от мелких юрких истребителей до гигантских неповоротливых, но до зубов вооруженных дредноутов. Огромные космические станции, парящие среди звезд, планетарные базы, вгрызающиеся в поверхность неизведанных миров, шустрые вездеходы, гонящие по кратерам. Короче, все, на что хватит вашей буйной фантазии и прямых рук. Взаимодействуем с реалистичной, иногда до боли, физикой, добываем ресурсы, если выживальщик в душе и не боитесь трудностей, исследуем бескрайний космос. А вторая часть — это то же самое, но на стероидах. Новый невероятный движок VRH 3. Улучшенная графика, от которой глаза на лоб лезут, физика, от которой челюсть отвисает до пола, особенно физика разрушения, и, конечно, производительность, чтобы все это великолепие не тормозило на вашем ведре. Шучу, надеюсь, у вас мощный комп. Это настоящий хардкорный симулятор инженера в космосе. Ну а если вы все-таки не играли в первую часть и спросите, Рибас, а что тут делать, какой жанр? Постараюсь дать понятный ответ. Песочница, делай что хочешь, строительство, отвертка и сварочный аппарат – твои лучшие друзья. Выживание. Скоро будет. Готовьтесь. Космический симулятор. В плане инженерии и физики тут все серьезно. Инженерия для тех, у кого голова на плечах. И опять же вы спросите, почему 25-й, почему горячо? Да потому что игра уже ворвалась в ранний доступ с января этого года. Да, пока только творческий режим, где можно строить без ограничения, но разрабы из King Software House не сидят сложа руки, они пилят контент вертикальными срезами, то есть выдают нам готовые, отполированные куски игры. Мастерская Steam уже пашет вовсю, народ клепает моды, механики постоянно улучшаются. А впереди самое вкусное. Полноценная поддержка модов, планеты, наконец-то, выживание, хардкор, водичка, да, физика жидкостей, мультиплеер, строим и воюем вместе и даже сюжетка. А теперь по традиции перейдем к плюсам и минусам. Плюсы. Это же Space Engineers 2, долгожданное, выстраданное продолжение, фанаты ликуют. Новый движок VRH 3. Физика разрушений просто чума. Корабли разлетаются на кусочки так реалистично, что аж дух захватывает. Я надеюсь, название движка я правильно озвучиваю? Поправьте в комментариях, если это не так. Улучшенные инструменты строительства. Единая сетка 25 сантиметров. Это просто оргазм для перфекционистов. Строить стало в разы удобнее и точнее. Чё-то про 25 сантиметров как-то двусмысленно прозвучало. Разрабы реально слушают комьюнити. Подход с вертикальными срезами это доказывает. Мы получаем то, что хотим. Ну, почти всегда. Потенциал для творчества и модов просто безграничный. Тут можно построить звезду смерти, если захотеть. А теперь перейдем к минусам. Ранний доступ. Он такой, да, креатив есть, а вот выживание, мультиплеер и другие вкусности придется подождать. Терпение, пилоты, терпение. Обучения на старте нет, совсем. Новичкам придется туго. Готовьте смотреть гайды на YouTube и спрашивать у ветеранов. Некоторые базовые штуки еще допиливаются. Ну а что вы хотели? Ранний доступ. Теперь перейдем к фишкам. Чем цепляет так, что не оторваться? Новый движок, трассировка лучей, глобальное освещение, картинка просто космос. Единая строительная сетка 25 сантиметров. Уже говорил, но это реально круто. Улучшенный, более понятный интерфейс. Ожидания сообщества. Чего мы хотим больше всего? Что здесь происходит?
выживания, мультиплеер. Дайте нам это скорее, пожалуйста. Ну и, конечно, побольше контента, новых блоков, механик, опасностей и оптимизацию не забывайте. Просто представьте себе это, ты неделями, нет, месяцами строишь свой флагманский корабль-мечту. Каждая деталь, каждый блок, каждая турель, все на своем месте, все продумано до мелочей, а потом бабах, ты устраиваешь эпическую битву с творениями других игроков. Ну или просто решаешь протестировать свое детище на прочность об астероид. И все это великолепие разлетается на тысячи мелких кусочков с новой, зубодробительной, невероятно реалистичной физикой разрушений. Аж слезы наворачиваются. От счастья или от горя, это уже как повезет. Или ты просто чилишь на какой-нибудь живописной планете, создавая невероятную футуристическую базу, используя новые удобные инструменты, и никто тебе не мешает. Кайф. Я, кстати, люблю так играть. А вы? Напишите в комментариях. Ну что ж, дамы и господа, врываемся в пятерку лучших. Кстати говоря, это не мой топ, еще раз. Это топ сообщества всей нашей планеты. Это топ всего интернета. Так что не надо мне тут там писать там: ой, Тримас, ты неправильно топ сделал. Короче, погнали. Встречайте, Everspace 2. Яркий как взрыв сверхновой, динамичный как погоня самого крутого голливудского боевика и залипательный как самые вкусные семечки. Лутер-шутер в космосе, готовый к космическому Диаблу, где вместо демонов пираты и злобные инопланетяне, а вместо мечей и магии лазеры и ракеты. Это не глубокий медитативный симулятор, а чистый незамутненный экшенный сбор лута. Космический Диабло уже здесь. Лутай, качайся, мочи всех в открытом, созданном вручную мире. И как обычно вы спросите: а тут, Римас, что делать? Постараюсь донести до вас информацию. Это синглплеерный, да, тут нет мультиплеера, но он и не нужен. Космический экшен с мощными RPG элементами. Садимся в свой верный звездолет и полетели. Летаем по созданным вручную. Никакой скучной процедурной генерации, только хардкор. Только авторский дизайн звездным системам. Выполняем квесты, и они тут реально интересные, а не просто подай и принеси. Исследуем не только бескрайний космос, но и поверхности планет. Да, тут можно приземляться и находить всякие ништяки. Собираем тонны, просто горы лута, пушки всех мастей, броню, щиты, всякие хитрые гаджеты. Крафтим, добываем ресурсы и, конечно, много. Очень много стреляем. Врагов тут хватает. Жанры. Это у нас космический лут-шутер. Собираешь мод, становись сильнее. Экшен-РПГ, прокачка, скиллы, вот и все. Исследования, тайники, секреты, загадки. Все как мы любим. И тут вы спросите: а почему 2025? Почему горячо? А потому что в мае 25-го вышло огненное дополнение «Гнев древних». И оно не просто добавило пару пушек, оно знатно расширило игру. Новые огромные звездные системы для исследования, целая сюжетная линия про древнюю и загадочную цивилизацию Окар. Новый играбельный корабль-призрак с какой-то совершенно нереальной и крутой механикой. Новые злобные и эпичные боссы, от которых по спине пробежит холодок. Новое оружие, чтобы этих врагов было чем встретить. И, конечно, эндгейм, чтобы после прохождения сюжетки было чем заняться и куда применить свой накопленный арсенал. Посмотрим плюсы и минусы. Плюсы. Геймплей – это чистый, незамутненный кайф, аркадный, легкий в освоении, но с глубокой и затягивающей системой лута. Часами можно ковыряться в характеристиках пушек. Графика – просто пир для глаз, локации ручной работы, красивые, детализированные. Полные секретов и интересных головоломок. Разрабы из Rockfish Games просто молодцы, они реально слушают игроков, добавляют полезные фичи и улучшения. Респект. Ну а теперь перейдем к минусам, где может быть ложка дегтя. Сюжетка, ну она есть. Кому-то может показаться немного стандартно, без особых откровений, но она тут и не главное. В завершение DLC «Гнев древних» — это, по заявлениям разрабов, последнее крупное дополнение, так что, похоже, активная поддержка новым контентом подходит к концу. Немного жаль, но эта игра будет полностью завершенной и оптимизированной. Перейдем к фишкам. Чем цепляет так, что не оторваться? Динамичные, адреналиновые бои, скучать тут не придется. Огромное, просто невероятное количество лута. Всегда есть к чему стремиться, всегда можно найти пушку еще круче. Разнообразные классы кораблей с уникальными способностями и ультимейтами. Найди свой стиль. А в DLC «Гнев древних» новый корабль-призрак со способностью «Спектральная форма». Становишься полупризраком, проходишь сквозь врагов и наносишь тонну урона. Новые загадочные системы Окар и новый уровень сложности Nightmare для самых отбитых и хардкорных пилотов.
Ну а теперь перелопатим все социальные сети, включая Discord и ожидания сообщества. Что у них там происходит? Что у вас здесь происходит? Раз это последнее крупное дополнение, то все ждут максимально качественный, отполированный до блеска и завершенный игровой опыт, чтобы поставить жирную точку в этой замечательной истории. Ну и в заключение, просто представьте себе это. Ты после долгих часов фарма выбиваешь ту самую легендарную пушку, которая полностью переворачивает твой стиль игры с ног на голову, и ты начинаешь аннигилировать вражеские эскадрильи пачками, чувствуя себя пупом галактики. Или ты исследуешь новую, таинственную и невероятно красивую систему Оккар, полную древних руин, смертельных ловушек и опасных врагов, пилотируя свой новенький корабль «Призраки», мастерски используя его призрачную форму, чтобы обмануть смерть и добраться до самых ценных сокровищ. Почетное 4-е место. И здесь у нас игра Феникс, игра легенда, игра, которая восстала из пепла хейта и стала символом того, что нужно работать над ошибками. No Man's Sky. Проект, который прошел невероятный путь от вселенского разочарования на старте до всеобщей любви, уважения и обожания. И знаете что, друзья? Hello Games, эти безумные ребята, не останавливаются ни на секунду. Это настоящий, без преувеличения, симулятор выживания и бесконечных исследований в бескрайнем, процедурно генерируемом космосе. И я вам скажу, как человек, налетавший в этой игре сотни часов, она великолепна и затягивает похлеще черной дыры. Бесконечность не предел. Исследуй, строй, выживай. Теперь еще круче, еще больше, еще безумнее. Если по какой-то нелепой удаче вы прошли мимо этой игры и спросите, а что тут делать? Объясняю. Это гигантская, нет, просто огромная песочница с процедурно генерируемой вселенной. Сколько там планет, спросите вы? Квинтиллионы, да вы просто устанете их считать, даже если вы проживете 1000 лет. И что же мы там делаем? Да все что угодно, исследуем эти самые планеты, и каждая зараза уникальна со своей флорой, фауной, атмосферой. Добываем ресурсы от банального углерода до экзотических минералов, названия которых ей не выговоришь. Строим базы от маленькой уютной лачуги на райской планете до огромных промышленных комплексов, способных обеспечить ресурсами целую флотилию. Улучшаем свой верный звездолет, свой многострадальный костюм, свой незаменимый мультитул. Торгуемся инопланетными расами и пытаемся понять их тарабанщину. Сражаемся с враждебной фауной, которая иногда бывает размером с дом и надоедливыми, как комары, стражами. Следуем интригующим и порой философским сюжетным линиям или просто забиваем на все и летим, куда глаза глядят, куда зовет сердце исследователя ради чистых, незамутненных открытий и скриншотов, от которых захватывает дух. И тут вы опять спросите, а что это за жанр? Вы серьезно? Ладно, постараюсь объяснить. Космическая игра с элементами симулятора выживания. Попробуй выжить на токсичной планете без защиты. Исследование. Душа первооткрывателя ликует. Строительство. Построй свой Диснейленд с блэкджеком и, ну вы поняли. Песочница. Делай что хочешь, когда хочешь и как хочешь. Экшен-адвенчура. Приключений на твою пятую точку найдется всегда. Но вот и вопрос, почему 2025 год? Почему стоит в нее поиграть? Почему горячо? Да потому что Hello Games это просто какие-то неутомимые машины по производству контента. Они выпускают регулярные, крупные и, что самое главное, абсолютно бесплатные обновления. Вы только вдумайтесь, в 2025 году уже выкатили Worlds 2 в январе. Новые типы звезд, газовые гиганты, наконец-то, еда, по ним даже можно ходить. Ну, в рамках игровой условности. Конечно, это же игра, а не симулятор НАСА, но выглядит круто. Улучшенная генерация мира, от которой просто челюсть отваливается, а потом в марте бац, реликвии с палеонтологией. Да-да, теперь можно как Индиана Джонс откапывать кости древних космических монстров. Плюс постоянно проходят экспедиции, эти такие временные ивенты с уникальными и очень крутыми наградами. Эти ребята просто не дают заскучать ни на секунду. Короче, игра топ, и я в нее часто поигрываю. Ну а теперь обсудим плюсы и минусы. История искупления этой игры — это уже готовый сценарий для голливудского фильма. Разрабы просто титаны. Пример для всей индустрии. Контента море, просто океан, занятий на любой вкус и цвет. Хочешь строй, хочешь воюй, хочешь исследуй. Сообщество одно из самых активных, дружелюбных и творческих в игровой индустрии. Такое не везде увидишь. Люди делятся открытиями, помогают новичкам строить невероятные вещи. Теперь минусы. Где может быть червоточинка? Некоторым игрокам, особенно тем, кто привык к четким целям, основной геймплейный цикл все еще может показаться немного однообразным и медитативным, особенно на начальных этапах.
Процедурная генерация. Штука, конечно, крутая, но иногда она выдает довольно скучноватые или похожие друг на друга миры. Ну, не без этого. Но и последний минус. Прошлые экспедиционные награды новым игрокам достать ой как непросто, а порой и вовсе невозможно. Это немного обидно. И да, поскольку сейвы хранятся локально на вашем ПК, некоторые нечестные на руку игроки умудряются рисовать себе эти награды и другой шмот через редактор сохранений. Согласитесь, это уже попахивает читерством и убивает весь интерес к честной игры и коллекционированию. Это реально большой минус, который бьет по атмосфере и достижениям. Ну а теперь фишки. Чем эта игра цепляет так, что не оторваться? Практически бесконечная невероятная вселенная, бесшовные перелеты с поверхности планет прямо в космосе между звездными системами. Это до сих пор впечатляет до глубины души. Обширные, почти безграничные возможности для строительства. Стройте что хотите и где хотите. Регулярные, бесплатные обновления и увлекательные экспедиции. Всегда есть что-то новое. А Worlds Part 2 – фиолетовые звезды, газовые гиганты, густые непролазные джунгли. А в обновлении реликвий откапывай древние кости, торгуй ими и находи совершенно новых, раньше невиданных существ. А теперь традиционно перейдем в сообщество. Что там у них происходит на реддитах и дискордах? Что здесь происходит? Ожидание сообщества, новых биомов, еще более разнообразных и странных, новых существ, чтобы было кого изучать и от кого убегать, новых кораблей, чтобы было на чем летать к новым открытиям, улучшение строительства, чтобы можно было строить еще более безумные вещи и, конечно, новых сюжетных просторов и тайн вселенной. Hello Games, не останавливайтесь, жгите дальше. Ну а теперь представим яркий момент. Ты такой весь из себя ветеран, заходишь в игру после полугодного перерыва, думаешь, ну что там еще могли придумать, а там бац, столько всего нового, что просто челюсть на пол падает, и ты снова чувствуешь себя новичком, открывающим этот мир заново. Или ты собираешь свою верную команду друзей-космонавтов, и вы вместе отправляетесь в очередную совместную экспедицию, чтобы преодолеть все трудности и урвать крутой, уникальный корабль или редкий артефакт. А может, ты просто нашел ту самую идеальную райскую планету, построил там базу своей мечты с бассейном, барами, посадочной площадкой для твоего любимого звездолета, и теперь делишься ею координатами со всем миром, чтобы другие игроки могли заценить твой архитектурный шедевр. Вот это и есть No Man's Sky. Это игра про бесконечные возможности и твои собственные истории. Бронза нашего космического Олимпа, и достается она настоящему, без преувеличения, Титану, бессмертной как сам космос, ММО песочницы EVE Online. Игре, которой уже, вы только вдумайтесь, больше 20 лет, Карл! 20! Она живее всех живых, продолжает развиваться и задавать тренды в жанре. И да, я сам в EVE с 2010 года и по сей день иногда захожу хотя бы скиллы переставить. Времени на полноценную игру уже нет, как раньше, но она всегда у меня на компе как верный старый друг. Это не просто симулятор полетов на кораблях, нет, это симулятор жизни капсулера, бессмертного пилота, чье сознание вечно. Это симулятор глобальной галактической экономики, где цены на боеприпасы могут зависеть от исхода войны в далеком секторе. Это симулятор беспощадной, циничной и невероятно увлекательной политики, где предательство — это норма, а союзы заключаются и рушатся быстрее, чем ты успеешь совершить варп-прыжок. Новый Эдем ждет своих героев и злодеев, воины корпорации, глобальная экономика, беспощадная ПВП в расширении Legion. Слабо нервным не входить. И тут вы зададите справедливый вопрос: а что тут делать? Постараюсь донести информацию. EVE Online — это не просто игра, это, мягко сказано, другая жизнь. Уникальная ММО с единым сервером. Мы поговорим про основной сервер Tranquility, конечно, не считая отдельного китайского сервера Serenity, где все игроки со всего мира варятся в одном котле. Ты капсулер, бессмертный пилот, чье сознание после смерти корабля, а умирать ты будешь часто, поверь, просто переносится в нового клона. Летаешь на всем, что только может летать в космосе, от мелких, юрких и надоедливых фрегатов до гигантских, неповоротливых, но внушающих первобытный ужас титанов, способных одним залпом уничтожить целую флотилию. Участвуешь в масштабных, просто эпических PvP-зарубах, где на экране могут быть тысячи игроков одновременно, и твое ведро будет молить о пощаде. Занимаешься промышленностью, строишь свои заводы, производишь корабли, модули, патроны, торгуешь, спекулируешь, становишься космическим Рокфеллером.
Исследуешь дальние, неизведанные уголки нового Эдема, находишь древние артефакты и просто любуешься красотами космоса. Если успеешь, пока тебя в нулях не сольют. Пиратствуешь, грабишь караваны, ну или просто одиноких шахтеров. И, конечно же, занимаешься политикой. Интриги, предательство, союзы, шпионаж, двойные агенты, подставы. В EVE Online это не баг, а фича. Экономика здесь полностью на 100% управляется игроками. Сложно? Да нереально сложно. Захватывающе. Не то слово. Это наркотик. Жанр игры, понятное дело, ММО. Настоящая, хардкорная, космическая стратегия и экономика. Думать придется много. Песочница, делай что хочешь, но будь готов к последствиям. ПВП, сердце игры, политика, интриги, скандалы, расследования. И вы справедливо спросите: Рима, сегодня у нас уже 2025. Что там делать? Почему горячо? А потому что 27 мая 2025 года нас ждет масштабнейшее расширение Легион, и оно принесет нам просто тонну всего нового вкусного. Система, контракты для фрилансеров. Теперь даже одинокие волки могут брать контракты от крупных корпораций и зарабатывать неплохие деньги, не вступая ни в какие альянсы. Наконец-то я даже сам посматриваю вернуться в эту замечательнейшую игру. Посмотрим, как оно будет в реализации. Новые корабли, Дредноут, Карателя Ангелов, Саратьель, быстрый, смертоносный, мечта любого пирата. И троглавианский мародер Барабога. Один вид этого корабля внушает ужас, а уж его пушки. Переработка системы суверенитета, контроля территории в нульсеках. Теперь войны за космос станут еще интереснее и ожесточеннее. Баланс кораблей, улучшение интерфейса и куча всего еще. Плюс разрабы из CCP Games продолжают улучшать опыт для новичков, чтобы в этот суровый, но невероятно затягивающий мир было хоть немного легче вкатиться. Они, кстати, 20 лет пытаются это сделать. Теперь обсудим плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Глубина PvP и политических интриг. Тут EVE Online просто нет. И никогда не будет равных. Ни одна другая игра не даст вам такого опыта. Экономика полностью управляется игроками. Твои действия, твои решения реально влияют на рынок в масштабах всей галактики. Масштабные эпические сражения. Такое вы увидите только здесь. Битвы, которые входят в историю игровой индустрии. Активное, преданное и очень специфическое сообщество. И, конечно, поддержка разрабов даже спустя столько лет после запуска. Эти ребята знают свое дело. Теперь минусы. Порог вхождения. Он все еще очень высокий. Да, для новичков стало немного легче. Есть обучалки, есть корпорации, готовые помочь, но EVE Online это не та игра, где можно расслабиться и получать удовольствие с самого начала. Придется учиться. Много учиться. Риск выгореть. Длительные, изматывающие войны, бесконечный гринд ресурсов или иски, местная валюта, могут утомить кого угодно. EVE Online требует много времени, очень много, и сил, и терпения. Баланс новых кораблей из Легиона. Некоторые игроки, как всегда, опасаются, что они смогут сломать устоявшуюся мету и стать слишком имбовыми. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Теперь обсудим фишки. Чем игра цепляет некоторых игроков так, что не отпускает. Единый игровой мир на основном сервере Tranquility. Все игроки, кроме Китая. Со всего света на одном сервере. Никаких инстансов, никаких разделений. Расширение Легион, как ожидается, принесет контракты для фрилансеров. Представь, корпорация выставляет контракт. Доставь этот супер-пупер ценный груз из точки А в точку Б, минуя все пиратские засады, и получишь мешок денег. Или наши станции в системе 1DQ угрожают. Нам нужны наемники для обороны. Платим щедро. А может, просканируя вражеские позиции в регионе Дельф. Добудь инфу об их флоте, и награда твоя. Даже банальный сбор лута после крупной зарубы может стать контрактом. Это облегчит жизнь одиночкам и поможет корпорациям находить исполнителей. Плюс новые мощные корабли. Готовьте свои кошельки и апгрейды для контроля территории в нульсеках. Войны за космос выходят на новый уровень. Короче говоря, посмотрим, что там получится у них. А теперь порыскаем в интернете, что там в сообществе EVE Online происходит. Что вы здесь происходит? Все активно обсуждают, как Легион изменит игру, как это повлияет на мету, на экономику, на баланс сил между альянсами, какие новые стратегии и тактики появятся. Ну и, конечно, все с нетерпением ждут дальнейшего развития EVE Vanguard. Это такой MMO-FPS во вселенной EVE, который может стать еще одной революцией. Звучит чертовски интригующе. Ну а теперь перейдем к ярким моментам. Говоря об эпичных историях, как не вспомнить легенду, от которых до сих пор у сторожил EVE Online волосы дыбом встают. Февраль 2009 года. Альянс Band of Brothers, или просто Боб. Титаны. Властелины космоса.
Потерять их Супер Титан — это было сравнимо с потерей нескольких тысяч реальных долларов, а то и больше, если считать его фиолетовый фит и время на постройку. И тут самое интересное. Слушайте дальше. Игрок под ником Харгот Агамар, высокопоставленный директор в одной из корпораций Боб, оказывается кротом из их злейших врагов Guns War Federation. Представляете, несколько лет втирался в доверие, поднимался по карьерной лестнице. И вот в один прекрасный день этот парень просто нажимает кнопку «Распустить Альянс Боб», передает все их станции и территории гунам и, как вишенка на торте, сливает координаты Супер Титана Боб. Пчелиный флот, естественно, тут же прилетает на пир и разносит эту махину в космическую пыль. Это событие известно как Великая война или Бобокалипсис. Буквально потрясло весь новый Эдем. В EVE Online возможно все. Guns War пировали, а Боб так и не оправились. Вот это я понимаю многоходовочка. А теперь с грядущим расширением Легион. Представьте, какие новые драмы и предательства нас ждут. Может, ты станешь новым Хааргом Агамором или наоборот будешь тем, кто остановит подобие, командуя своим флотом новеньким Саратиэль или Бабарога. Серебро нашего космического хит-парада и забирайте его X4 Foundation от немецких мастеров из Egasoft. Это, друзья мои, не просто какой-то симулятор, а это глубочайший, просто бездонный конструктор собственной галактической империи. Здесь ты можешь пройти невероятный путь от простого, никому неизвестного работяги на стареньком раздолбанном кораблике до всемогущего властелина целых секторов, перед которым будут трепетать и заискивать целые фракции. Это экономический симулятор с элементами такой глубокой экономической стратегии, что ваш мозг будет работать на полную катушку. Ну и тут тоже, скорее всего, вопросы посыпятся. А что тут делать, Рибас? Позвольте рассказать. Начинаешь, как правило, с одного единственного корабля и полной, абсолютной свободы действий. Хочешь быть мирным торговцем, эдакий космическим дальнобойщиком. Вози товары между станциями, ищи выгодный маршрут, зарабатывай на разнице цен, стань космическим Уорреном Баффетом. Хочешь стать суровым, немногословным шахтером, бури астероиды, добывай редкие материалы, снабжай ресурсами всю галактику. А можешь пойти дальше, намного дальше, построить свою первую фабрику, потом вторую, потом целый гигантский промышленный комплекс, который будет производить все, что только можно себе представить, от космической еды и медикаментов до огромных смертоносных боевых кораблей, способных в одиночку разнести небольшой флот. Управляй своими собственными флотами, отдавай приказы капитанам, координируй действия десятков и сотен кораблей. Ввязывайся в войны фракций или наоборот, разжигай их сам, если ты такой космический Макиавелли. Исследуй неизведанные таинственные уголки вселенной, находи древние артефакты и заброшенные врата. И все это с абсолютно бесшовным переходом от управления кораблем от первого лица, когда ты сам сидишь за штурвалом и чувствуешь каждую вибрацию, до стратегического вида на глобальной карте, где ты как настоящий адмирал командуешь целыми армадами. В этой игре я провел очень много часов. Спросите, а что за жанр? Космический симулятор с элементами экономической стратегии. Думай и летай. Песочница. Твори, что хочешь. Строительство империи. Построй свой собственный Рим, только в космосе. Торговля. Купи-продай. Стань богатым. Бой. Лазеры, ракеты, щиты. Все как мы любим. Предвкушаю ваши вопросы. Сегодня уже 25-й год. Почему горячо? Игра-то давно вышла. Да потому что Egasoft — это те ребята, которые не бросают свои игры после релиза. Они их поддерживают, развивают, допиливают годами. Постоянная поддержка и развитие. Буквально 20 февраля 2025 года вышла крупнейшая DLC пакет Гиперион с новым, очень интересным кораблем Гиперион и глобальным обновлением модели полета 7.5, которая сделала управление кораблем и космические бои еще сочнее и еще приятнее. А позже нас ждет совершенно бесплатное обновление дипломатии, и оно обещает серьезно так прокачать возможности для невоенного влияния на галактику. Интриги, союзы, шпионаж, подкуп, шантаж. Готовьтесь сплести свои сети и становиться серыми кардиналами галактики. Ну а теперь обсудим плюсы и минусы. Плюсы, что просто великолепно. Разрабы из Egasoft просто красавчики, постоянно пилят новый контент, слушают игроков и исправляют баги. Пример для подражания.
Глубокая, сложная и невероятно затягивающая симуляция экономики и вселенной. Твои действия реально что-то меняют. Построил завод, и цены на товары в секторе изменились. Грядущее обновление дипломатии – это просто бомба. Новые возможности для тех, кто предпочитает решать вопросы не силой, а умом. Улучшенная модель полета. Летать и сражаться стало намного приятней. Активное, очень талантливое моддинг-сообщество. Всегда есть чем разнообразить и улучшить игру. Моды для X4 – это отдельная вселенная. А теперь минусы. Где может затаиться маленький ксенон? Порог вхождения. Да, он есть, и он довольно высокий. Новичкам придется посидеть, почитать гайды, посмотреть видео, но оно того стоит, поверьте. Тупой искусственный интеллект и отсутствие корпоратива. Вот это, комрады, реально два момента, которые могут подбешивать. Во-первых, ИИ вашего флота. Представьте, у вас свой сектор, куча спутников, все под контролем, ваш мощный флот на патруле или в режиме полиции. И тут в этой же системе начинать бесчинствовать хаки или какие-нибудь пираты. И что делает ваш флот? А ничего. Они их тупо не видят, пока враг не окажется прямо у них под носом. Реагируют только на визуальный контакт, как будто у них радары из прошлого века. Это огромный минус, который портит всю малину, когда ты пытаешься наладить порядок в своих системах. А во-вторых, и это, наверное, еще обиднее для многих, в X4 нет кооператива. Да, ребят, вы не ослышались. Построить такую империю и не иметь возможность разделить радость и тяготы, управление с другом – это, конечно, упущение. Представляете, как было бы круто вместе строить станции, командовать флотами, отбиваться от врагов. Эх, мечты, мечты. Хотя есть надежда. Года 2 назад разработчики спрашивали игроков, чего они больше всего ждут от новой части. Кооператив там тоже был как вариант. Как думаете, какой пункт тогда больше всего набрал голосов? Напишите в комментариях. Теперь обсудим фишки. Чем эта игра цепляет так, что за уши не оттащишь? Полностью симулируемая вселенная. Все фракции живут своей жизнью, воюют, торгуют, строят. Возможно строить и детально кастомизировать свои собственные космические станции, создать свой идеальный производственный хаб или неприступную крепость. Управление огромными флотами, почувствовать себя настоящим адмиралом Звездного флота, а в грядущем обновлении дипломатии, механика посольств и агентов для ведения тайных операций. В уже вышедшем X4 пакет Гипериона новый, очень интересный корабль Гиперион экспедиционного класса и новая интригующая цепочка миссий. Ну а теперь ожидание сообщества. Что происходит у них там на форумах? Что здесь происходит? Все игроки как один ждут, что новая система дипломатии будет реально глубокой и позволит влиять на войны и союзы фракций, а не окажется просто набором кнопочек для галочки. Есть, конечно, опасения, что она может оказаться поверхностной или несбалансированной. Поживем и видим. И, конечно, все надеются, что когда-нибудь ИИ флота починят. Ну и, может, когда-нибудь кооператив завезут. Ну и напоследок, яркие моменты. Ты после сотен часов игры построил гигантскую, процветающую промышленную империю. Твои станции, как грибы после дождя, заполнили целые сектора космоса. Твои могучие флоты, как грозные стражи порядка, патрулируют торговые пути и наводят ужас на пиратов. И вот к тебе на поклон на твою личную штаб-квартиру прилетают послы от других некогда могущественных фракций. Кто-то со слезами на глазах просит о союзе, кто-то предлагает выгодные торговые соглашения, кто-то просто хочет мира. А ты, сидя в своем личном кабинете на своей собственной штаб-квартире, попиваешь контрабандное космическое топливо, закусывая его не менее нелегальным космотабаком и с высоты своего могущества и влияния диктуешь им свои условия. Или ты просто чилишь, наслаждаешься спокойным полетом на своем новеньком сверкающем Гиперионе, исследуя дальние, неизведанные и невероятно красивые уголки вселенной, куда еще не ступала нога человека или любого другого разумного существа. Вот это и есть X4 Foundation. Игра про твой собственный путь к звездам. И да, пользуясь случаем, хотел бы передать сердечное приветствие моему хорошему другу Алексею Захарову. Следует особо отметить, что музыкальное сопровождение в данной игре выполнено на исключительно высоком уровне и является поистине невероятным. Лех, привет.
Ну что, комрады, вот мы и на самой вершине, на пике нашего космического Олимпа. 2 игры, 2 настоящих титана, которые в 2025 году будут не просто популярны, они будут рвать и метать, определяя лицо всего космического гейминга. Каждый из этих проектов со своей многомиллионной армией преданных фанатов, каждый с невероятно просто запредельными амбициями. И этот выбор, комрады, не мой личный каприз, а именно анализ активности сообщества. Все эти бесконечные споры и обсуждения в сети показывают, что именно эти 2 гиганта сейчас на вершине ожиданий. Так что они гордо делят первое место. И вот тут я прямо чувствую, как в комментариях под этим видео начнется священная война. Римас, ну как так? Ты что, с ума сошел? Их же нельзя сравнивать. Это же как яблоки и апельсин, как небо и земля. Это совершенно разные проекты. С разной историей, с разными целями, с разной философией. И знаете что, мои дорогие? Вы будете на все 100, на все 200% правы. И я сам об этом постоянно говорю на своих стримах и в предыдущих видео. Star Citizen и Elite Dangerous — это действительно 2 совершенно уникальных, не похожих друг на друга пути развития космических игр. Оба проекта обладают мощнейшими элементами симуляции, но при этом у каждого есть свои неповторимые, уникальные фишки и своя атмосфера. Так что давайте не будем спорить, кто круче, а просто кайфанем от того, что у нас, у любителей космоса, есть такой потрясающий выбор. И если вам, кстати, нравится такой формат, если вы за такой контент на моем канале, не поленитесь, влепите этому видосу мощный космический лайк и шмяхните на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ваша поддержка — это лучшее топливо для моего звездолета. И первый из наших сегодняшних королей, настоящий, закаленный в боях ветеран жанра, который в 2025 году не просто держится на плаву, а переживает настоящее, гребаное второе рождение — Elite Dangerous. Эта игра — живое доказательство того, что и старички могут дать такого жару, что молодежь будет только завистливо курить в сторонке. Это глубокий, продуманный космический симулятор с мощными элементами не-ММО, который уважает твой интеллект и твое время. Ну, почти всегда. Галактика ждет своих колонизаторов. Новые корабли уже в ангарах. Система авангардов объединит лучших. Твое влияние на мир теперь реально, а не просто цифры. И тут вы спросите, как меня часто спрашивают на стримах: в чем смысл игры? Что тут делать, Римасёдок? Elite Dangerous — это такой не-ММО симулятор, где ты командир, независимый пилот звездолета. И не просто какого-то там корыта, а современного, навороченного корабля в галактике Млечный Путь, которая воссоздана в масштабе 1 к 1. Вы только вдумайтесь, 400 миллиардов звездных систем. Карл, 400 миллиардов, да ты всю жизнь будешь летать, и то все не исследуешь. И кем ты можешь быть в этой необъятной вселенной? Да кем угодно. Хочешь быть хитрым, расчетливым торговцем, прокладывающим новые сверхприбыльные торговые маршруты между звездными системами. Хочешь стать бесстрашным исследователем дальних миров, забирающимся в самые темные неизведанные уголки галактики, где еще не ступала нога человека, и продавай свои открытия за баснословные деньги. Хочешь быть отважным бойцом, сражающимся с пиратами в поясах астероидов, или участвующим в эпических войнах между фракциями ПВЕ и ПВП на любой вкус и цвет. Хочешь стать трудолюбивым шахтером, добывающим ценные материалы из недр планет и астероидов. Хочешь быть безжалостным пиратом, грабящим торговые караваны. Но помни, за твою голову назначат награду. Хотя у тебя больших проблем не будет, в игре система наказания плохо реализована. Управляй своим кораблем, а их хватает почти на любой вкус, прокачай его до неузнаваемости, навешай на него самое крутое оружие и оборудование. Покупай новые, все более мощные и специализированные корабли, вплоть до гигантских авианосцев, которые станут твоей личной мобильной базой и местом для парковки твоих звездолетов. Жанры. Понятное дело, космический симулятор, один из самых лучших в мире. Почти ММО. Ты не один в этой галактике. Песочница. Делай что хочешь, но будь готов к последствиям. Торговля. Стань космическим магнатом. Бои. От дуэлей до массовых побоищ. Исследование. Дух первооткрывателя не дремлет. И вы спросите сейчас, 2025 год, Римас. Игра вышла давно. С какой стати ты засунул ее в горячий топ? Да потому что Frontier Developments или просто FDev, разработчики игры, наконец-то проснулись от летаргического сна и выкатили такую амбициозную и крутую дорожную карту на 2025 год, что у всех старых и новых фанатов элитки просто челюсти отвисли до пола. В феврале уже вышла долгожданная система колонизации в рамках обновления первопроходца. Теперь мы, игроки, можем строить свои собственные аванпосты, станции и реально, а не на словах, влиять на экономику и политику целых звездных систем.
Это вам не просто флажок на карте поставить. Это серьезно. Летом выходит не менее ожидаемая функция авангарды. Это что-то вроде продвинутых эскадрилий или гильдий, которые должны серьезно улучшить групповую игру, помочь новичкам быстрее освоиться в этом суровом мире и дать кучу всяких бонусов активным игрокам. Плюс новые корабли. Стильный и смертоносный Корсар уже вышел в апреле. И еще 3 не менее крутых красавца запланированы до конца года. А еще разрабы, слава богу, наконец-то уменьшили этот ненавистный гринд инженерами. Теперь не нужно часами собирать материалы для апгрейдов и добавили Super Cruise Overcharge для сверхбыстрых полетов по системам. Теперь не нужно по полчаса реального времени лететь до дальней станции, пялясь в одну точку. Ну а теперь обсудим плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Разрабы из FDev снова в деле. Крутая, насыщенная дорожная карта, регулярные обновления, новые фичи. Фронтиры, мы снова в вас верим. Не подведите. Система колонизации – это реально новый уровень влияния игроков на мир. Мы сами строим свои уголки цивилизации в этой огромной галактике. Улучшенный опыт для новичков и меньше гринда. Это то, чего так долго ждали и просили. Игра становится доступнее, но не теряет своей глубины. Super Cruise Overcharge – это просто песня. Летать по звездным системам стало в разы быстрее, динамичнее и приятнее. Экономия времени колоссальная. Ну а теперь минусы. Чем все еще недовольны игроки. И тут тоже не все так гладко, как хотелось бы. Наследие дополнения Одиссея и проблемы с пешим геймплеем. Да, дополнение Одиссея, которое добавило возможность ходить по планетам и станциям на своих двоих, было долгожданным. Но его запуск был, мягко говоря, проблемным. С кучей багов и плохой оптимизации, и до сих пор пеший геймплей вызывает много споров в сообществе. Его интеграция с основным космическим геймплеем не всем кажется удачной и логичной, а уж реализация VR для ног – это вообще отдельная боль и разочарование для многих VR-игроков. Гринд, гринд и еще раз гринд. Он все еще здесь, хоть и поменьше. FDev заявляет, что уменьшили гринд, особенно в инженерии материалов для улучшения модулей. И это отчасти правда, стало полегче. Однако многие игроки, особенно ветераны, все еще считают, что для достижения реально крутых результатов, топовых кораблей, полностью заинженеренных модулей, больших денег, требуется просто невероятное количество времени и выполнение довольно монотонных, повторяющихся действий. Очередной минус. Миля в ширину, дюйм в глубину. Старая болезнь элиты. Некоторые ветераны, да и не только они, уже много лет жалуются на многие игровые механики, торговли, исследования, powerplay, борьба за влияние политических держав. Миссии кажутся довольно поверхностными и не получают достаточного развития и глубины годами. Из-за этого геймплей, если ты не ставишь себе какие-то глобальные долгосрочные цели сам, со временем может стать однообразным и предсказуемым. Монетизация через ARX и ранний доступ к кораблям. Продажа косметики, раскрасок для кораблей, украшений для кабины за ARX. Это такая внутриигровая валюта, которую можно купить за реальные деньги. Это уже привычно и в целом приемлемо для большинства. Но вот недавняя практика предоставления раннего доступа к новым кораблям за реальные деньги через покупку ARX, пусть даже с последующей возможностью купить эти корабли за обычные игровые кредиты через некоторое время, вызывает у части сообщества серьезное опасение насчет pay to skip. Плати, чтобы пропустить, то есть плати, чтобы пропустить гринд и получить преимущество раньше других и возможного нарушения игрового баланса. Отсутствие интерьеров кораблей, кроме мостика, вечная боль и мечта. Это давняя, просто вечная мечта многих игроков элиты. Возможно свободно ходить по своему собственному кораблю, заглянуть в каюту, в грузовой отсек, в инженерный отсек. Почувствовать себя не просто пилотом, а настоящим капитаном своего судна. Представьте, как было бы круто, находясь где-нибудь в центре галактики, отлепить свою пятую точку от кресла пилота, подойти к иллюминатору и просто залипнуть на нереальные космические пейзажи. Или пройтись по Анаконде, потрогать переборки, выпить чашечку чая в кают-компании. Эх, это реально то, чего очень не хватает для полного погружения. Гриферы и логоферы. Ложка космической пыли в открытом космосе. В Elite Dangerous есть 3 режима игры: соло, закрытая группа с друзьями и открытая игра. И вот в открытой игре, к сожалению, процветают так называемые гриферы. Это такие ушлепки, которые нападают на других игроков просто так, ради веселья, взрывая корабли и мешая нормальной игре. А еще есть логоферы. Это те, кто трусливо выходит из игры, выдергивая шнур, когда их почти уничтожили, чтобы избежать потери корабля. И что самое обидное, нормальная система наказаний за такое поведение в игре по сути нет. Я про гриферов. А теперь про фишки. Чем цепляет так, что иногда хочется возвращаться?
Реалистичная, научно достоверная галактика Млечный Путь в масштабе 1 к 1. Это до сих пор поражает воображение и дарит невероятные виды. Глубокая, проработанная модель полета и широчайшие возможности для кастомизации кораблей. Настрой свой корабль идеально под себя и свой стиль игры. Новая система колонизации. Стань основателем новой цивилизации, заняв свою звездную систему. Грядущая функция Vanguards. Авангарды. Играй с друзьями еще эффективнее и получай за это бонусы. Посмотрим, что у них там получится. И наконец-то мое любимое, чего мы все хотим, требуем и надеемся увидеть. Ожидание сообщества. Что у них там происходит? Что здесь происходит? Все, ну просто все ждут легендарный Panther Clipper. Этот гигантский торговый корабль уже стал настоящим мемом и символом несбывшихся надежд. Интерьеры кораблей, ну пожалуйста, фронтиры, ну хоть когда-нибудь, ну сделайте нам такой подарок. Есть также предположение и надежда, что новая система авангарды будет как-то интегрирована уже с существующей системой Power Play и защитой колонии, что может оживить эти, прямо скажем, не самые популярные сейчас механики. Просто представьте себе это. Ты, как и я, угорел по исследованиям и забрался на самый край галактики, где звезды светят по-другому, а тишина космоса просто давит на уши. И вот ты там один на один со вселенной на своем верном корабле. И пусть пока нельзя встать с кресла, подойти к иллюминатору и с открытым ртом пялиться на эту нереальную красоту, на туманности, раскрашивающие пустоту, на далекие галактики, манящие новыми тайнами. Но даже через стекло кабины элитка дарит такое чувство первооткрывателя, такой масштаб и такую атмосферу исследования на краю света, что конкурентов у нее по-честному просто нет. Это тот самый кайф, когда ты понимаешь, насколько ты песчинка в этом океане звезд и сколько всего еще предстоит увидеть. Это чистый, незамутненный восторг от открытия неизведанного. Это когда ты видишь творение самого великого архитектора вселенной, и просто слов нет, чтобы описать это величие. А теперь второй титан на нашем Олимпе, проект, который уже больше 10 лет будоражит умы, и чего ж там греха таит, кошельки геймеров по всему миру. Встречайте Star Citizen, игра мечта, игра долгострой, игра скандал, игра мем. Но какая же она невероятно амбициозная и красивая. Это настоящий, с кучей хейтеров, симулятор жизни в космосе с элементами ММО, FPS, да чего там только нет. И да, я знаю, что после моего недавнего подробного обзора по Star Citizen на канал налетела орда хейтеров с криками «Римас продался! Разрабы ему заплатили!» Я как раз сейчас вещаю со своего личного острова, который купил на эти деньги. А если серьезно, я просто в шоке от того, как много людей, даже не играющих в Star Citizen, слепо верят желтым заголовкам всяких хайпажоров, ютуберов и бегут ко мне в комменты орать, что игра скам. А я продажный. Невежество, конечно, оно везде есть, но тут просто жесть какая-то. Эти люди даже не видели моих видео, где мы с корпорацией Black Sky Corp, например, собирали флот из 30 бойцов, вылетели на задание и захватили точку с редчайшими ресурсами. Один орбитальный выстрел и планета пробита. Внизу копатели, сверху наши турели, все под жестким прикрытием. И это, друзья, лишь один из примеров того, что уже есть в игре. И, кстати, ни в одной другой игры таких возможностей, как в Star Citizen, вы не найдете. И еще один момент. Star Citizen разрабатывается Cloud Imperium Games или просто CIG без издателя. Основной поток денег идет напрямую от сообщества, от таких же игроков, как мы с вами, которые верят в проект. Да, были и частные инвестиции, но костяк — это мы, игроки. Это, знаете ли, довольно непривычно в наши дни, когда большинство игр делается под диктовку крупных корпораций. Вселенная безграничных амбиций. Статичный сервер-мешинг уже здесь. Система Pyro ждет смельчаков. Детализация до каждого болтика. Будущее уже наступило. Ну, почти. Пока еще в альфе, но мы верим. И вы спросите, Римас, а что сейчас уже можно делать в Star Citizen? Star Citizen — это такая ММО-песочница, которая пытается быть всем сразу, и надо отдать должное Крису Робертсу и его команде. У них это потихонечку, шаг за шагом получается. Пока игра в разработке, и нам доступны две основные звездные системы — Stanton и недавняя Pyro, но даже в них можно утонуть на сотни часов. Что же мы тут делаем прямо сейчас? Да все, что только можно себе представить в космосе. Исследуем эти системы вдоль и поперек, от безопасных и цивилизованных уголков Stanton до диких и беззаконных просторов
в Pyro. Торгуем всем, что плохо лежит или хорошо производится. Добываем ресурсы от простого камня на астероиде до экзотических газов в атмосферах гигантских планет. Охотимся за головами особо опасных преступников. Или сами становимся этими преступниками и пытаемся удрать от охотников, включая игроков. Участвуем в эпичнейших кинематографичных корабельных баталиях, где каждый маневр, каждый выстрел имеет значение. И, конечно же, не забываем про зубодробительных FPS перестрелки на своих двоих, на борту кораблей, на космических станциях, на поверхности планет. Выполняем разнообразные миссии от простой доставки пиццы до спасения заложников или штурма вражеской базы. Строим свою карьеру от простого курьера на старенькой Авроре до владельца гигантского грузовоза Халси или пилота аса на сверхманевренном Гладиусе. Каждый корабль в Star Citizen – это настоящее произведение искусства, проработанное до мельчайших деталей с полными функциональными интерьерами, по которым можно и нужно ходить, осматриваться, взаимодействовать с системами. И хотя полный функционал инженерии и ремонта еще впереди, уже сейчас можно ощутить эту глубину, и в будущем нас ждет еще больше возможностей по настройке и починке своих кораблей прямо на ходу. Бесшовные переходы от поверхности планеты прямиком в космос, от кресла пилота в открытый космос для эво-активностей. Это то, что до сих пор вызывает у игроков настоящий вау-эффект и заставляет поверить в реальность происходящего. Теперь перейдем к жанру. Ну как сказать, ММО, массовое, многопользовательское, онлайновое, все как надо. Космический симулятор, очень глубокий и детальный. FPS, стрельба от первого лица, неотъемлемая часть. Песочница, делай что хочешь, если сможешь. Sci-fi, научная фантастика во всей красе. И вы спросите, чё ты, Рибас, в 25-м году начал часто ее снимать? Почему 25-й? Почему горячо? Да потому что мне заплатили. Да потому что 2025 год для Star Citizen это реально переломный момент. Наконец-то, спустя годы и годы мучительных ожиданий заработал статический серверный мешинг. Он появился в 4.0, которая вышла в конце декабря прошлого года. Что это значит для нас, простых игроков? Это значит, что производительность игры кардинально улучшилась. И теперь сотни игроков могут одновременно находиться на одном шарде, в одной звездной системе. Вы только вздумайте, сотни — это уже не жалкие 50 человек, как было раньше. Плюс благодаря этому стала доступна новая, абсолютно беззаконная, опасная и невероятно атмосферная звездная система Pyro. Это как Дикий Запад, только в космосе, и это значительно расширило игровой мир и добавило кучу нового контента. Разрабы из CIG наконец-то, кажется, сфокусировались на играбельности, то есть на стабильности, производительности и, конечно же, на самом контенте, а не только на продаже кораблей. Если я вас заинтересовал, то переходите по моей реферальной ссылке. Ссылка в описании. Я чувствую хейтерскую вибрацию клацания по клавиатуре. Теперь перейдем к плюсам и минусам. Плюсы. Амбиции и детализация. Тут Star Citizen просто нет и, наверное, никогда не будет равных. Каждый корабль, каждая локация, каждая мелочь — это произведение искусства, созданное с невероятной любовью и вниманием к деталям. Серверный мешинг — это не просто фича, это технологический прорыв для игры. Наконец-то мы можем играть вместе с большим количеством людей без диких лагов, ну почти. Система Pyro — это как глоток свежего, пусть и очень опасного, воздуха, куча нового геймплея, новые риски, новые возможности. Сообщество — одно из самых преданных, страстных и творческих в мире. Игроки сами создают контент, организуют ивенты, которые порой бывают круче официальных. Это настоящая сила. Ну а теперь к минусам. Чем недовольны игроки? И тут, к сожалению, есть о чем поговорить, и поговорить серьезно. Вечная альфа и, по сути, демка, и вопрос, когда релиз? Ну, тут, как говорится, без комментариев. Игра в разработке уже больше 10 лет. И да, это не полноценная игра, это альфа. Это, если хотите, очень навороченная демка. Именно из-за этой открытой разработки, где нам, игрокам, дают щупать наработки и весь этот шум и хейт. Потому что другие проекты, та же GTA 6 разрабатываются втихую. И никто не знает, сколько они там на самом деле пилятся, может и побольше 10 лет. И поверьте, с нынешним веком искусственного интеллекта Star Citizen, когда или если он выйдет, может просто взлететь на старте. А пока, да, это долгий путь, и я не топлю за CIG слепо. Один бог знает, что будет завтра, будет игра или нет. Я даже за свою жизнь гарантии дать не могу, но то, что они делают, это уникально. Мало систем, кричат хейтеры. Да, на данный момент у нас есть Stanton и Pyro. Но, ребят, вы серьезно сравниваете это с играми, где целые галактики — это копипаст одинаковых планет? Да в одной системе Stanton контента и ручной переработки больше, чем во многих таких галактиках.
Каждая планета, каждая луна, каждая станция в Star Citizen – это уникальное место, на исследование которого у вас уйдет больше времени, чем на пролет через сотни пустых, сгенерированных систем в других играх. Тут качество, а не количество. И да, это пока демка, но в этой демке контента и возможностей столько, что некоторым AAA релизам и не снилось. Баги, вылеты, оптимизация – наши верные спутники. Да, с внедрением серверного мешинга стало намного лучше. Это факт. Но давайте будем честны, баги все еще есть. И их немало. От мелких типа застревания в текстурах или пропадающих предметов до критических, которые могут сломать тебе всю многочасовую миссию или даже обнулить процесс. Вылеты клиента, проблемы с производительностью на разных конфигурациях ПК – это все еще неотъемлемая часть уникального игрового опыта Star Citizen. Но это альфа, помним? Цена кораблей, общая монетизация и недавний громкий скандал с Pay to Win. Корабли, которые стоят сотни, а то и тысячи реальных долларов – это уже, к сожалению, классика для Star Citizen. И споры об этом не утихают годами. И да, разработчики, как мы, любят кушать и зарабатывать. Возможно, у них бывают и финансовые трудности. Проект-то гигантский. Но совсем недавно, буквально в середине 2025 года, CIG умудрились подлить масло в огонь так, что полыхнуло знатно. Они выпустили в продажу так называемые Flight Blades – летные модули. Это такие специальные модули, которые напрямую улучшают летные характеристики кораблей. Скорость, маневренность и так далее. И вся соль. Весь цимес был в том, что изначально эти лезвия можно было купить только за реальные деньги в магазине Pledge Store. Вы представляете, два одинаковых корабля в бою, но один, за который игрок задонатил реальные деньги, летает как ошпаренный и крутится как юла, а другой, чей владелец не захотел или не смог платить, плетется как черепаха. Это же прямой неприкрытый путь к Pay to Win, плати, чтобы побеждать. Сообщество просто взорвалось от негодования и ярости. Бабахнуло знатно. Форумы, реддиты, дискорды – все кипело. Разрабы, конечно, довольно быстро, на удивление, пошли на попятную. Извинились, сказали, что это была ошибка из-за ускорившегося темпа разработки. Мол, в этом году планируется выпустить аж 11 патчей вместо обычных 4. Вот и пропустили шаг в спешке. И пообещали, что эти модули станут доступны для покупки за внутриигровую валюту – АУЕК. Уже в следующем июньском патче. Ну, как говорится, ложечки-то нашлись, а вот неприятный осадочек остался. Доверие части игроков было серьезно подорвано, и этот инцидент еще долго будут припоминать CIG. И вот тут важно понимать, разработчиков нужно держать на коротком поводке. А знаете, что еще смешно? Вот вы, ребята, играли в какой-нибудь World of Tanks, Мир танков или Black Desert Online. Посчитайте, сколько вы там задонатили за годы, чтобы просто комфортно играть, покупать премы, всякие свитки и прочую лабуду. У меня в Казахстане стартовый пакет Star Citizen стоит 45 баксов, у кого-то чуть дороже из-за налогов. И все. Один раз купил и играешь. Ты не обязан покупать другие корабли за реал. Все абсолютно, все корабли, все, что ты хочешь, можно купить внутри игры, зарабатывая игровую валюту. Да, это гринд, это не быстро, но это возможно. А донат в Star Citizen — это по сути поддержка разработки этого невероятного амбициозного проекта, а не покупка преимущества. Ну, надеюсь, так останется. И корабли часто идут со страховкой на полгода или даже пожизненной по разным акциям. Так что прежде чем кричать «скам», разберись в вопросе. Каждый сопливый блогер, который хочет словить хайп, начинает копаться в грязном белье, часто даже не разобравшись в сути разработки и в самой игре. Все думают, что игры делаются по щелчку пальцев. Это сложнейший процесс. Теперь обсудим Сквадрон 42. Ждун года всей игровой индустрии, не меньше. Однопользовательская сюжетная кампания Сквадрон 42 с голливудскими звездами первой величины типа Киану Ривза, Марка Хэмилла, Гарри Олдмана и Джиллиан Андерсон, которую многие ждут чуть ли не больше, чем саму ММО-часть. И что? А ничего, постоянные переносы. Сейчас вроде как обещают не раньше 2026 года, но кто им там верит? Информации кот наплакал. Это просто невероятно злить игроков, которые вкладывали деньги в том числе и ради этой кампании. Скоп крип, или по-русски раздувание фич до бесконечности. Некоторые игроки, и я, честно говоря, их прекрасно понимаю, считают, что Крис Робертс и его команда слишком увлекаются добавлением все новых и новых амбициозных, но не всегда нужных прямо сейчас фич, вместо того, чтобы довести до ума уже существующие механики и наконец-то сосредоточиться на релизе основной игры. Теперь перейдем к фишкам. Чем эта демка цепляет так, что несмотря ни на что, мы продолжаем играть и верить?
Технология серверного мешинга – это реально круто. Бесшовные переходы до сих пор вызывают восторг. Невероятно детализированные корабли с полным мультиэкипажем. Почувствуй себя частью команды. Persistent Entity Streaming – это когда ты бросил пушку на планете, улетел по своим делам, а через неделю вернулся, а она, зараза, там и лежит. Теперь перейдем к ожиданиям сообщества. Что у них там происходит? Что здесь происходит? Все, затаив дыхание, следят за процессом разработки динамического серверного мешинга. Это следующий, еще более крутой этап этой технологии. Ждут появления в игре системы Nix и, конечно же, возможно строительство собственных баз и аванпостов. Ходят слухи, что это может случиться в конце 25-го, начало 26-го года. Но это не точно. Ну и, конечно, все очень надеются, что CIG сдержит свое слово по Flight Blades, летным модулям, и не будут больше так ошибаться, проверяя на прочность терпения и кошельки своего преданного, но не бесконечно терпеливого комьюнити. И в завершении просто представьте себе это. Ты на своем верном Катласе впервые совершаешь прыжок через нестабильные врата в систему Пайра. Перед тобой открываются безграничные, неизведанные и чертовски опасные просторы. Пираты за каждым астероидом, смертельные космические аномалии, от которых волосы на голове дыбом встают, заброшенные, кишащие мутантами станции, хранящие мрачные тайны прошлого. Или ты в составе своей организации участвуешь в масштабной, кровопролитной битве против конкурентов за контроль над ценной добывающей станцией, где сотни игроков сражаются не на жизнь, а на смерть, и каждый твой выстрел, каждое твое решение может изменить ход войны. А может, ты просто пытаешься выжить после того, как твой корабль был сбит над какой-то неизвестной ледяной планетой, и тебе нужно на своих двоих добраться до ближайшего аванпоста, пока не закончился кислород в скафандре и тебя не сожрали местные хищники. Вот это и есть Star Citizen. Игра контрастов, игра эмоций, игра, которая может подарить тебе как невероятный восторг, так и лютую фрустрацию. Но равнодушным она тебя точно не оставит. У меня все.